этом месяце каждый найдет, что посмотреть на Netflix. Сериалы и фильмы на любой вкус выходят постоянно, и очень многие новинки действительно качественные и интересные. Здравствуйте, это Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас главные премьеры Netflix в этом ноябре. Если я вдруг пропустил важную и крутую новинку, не стесняйтесь и обязательно пишите название в комментарии. Располагайтесь поудобнее и приятного просмотра. Аркейн. Для кого-то сериал был ожидаем, а для кого-то стал приятным открытием. В любом случае, это одна из лучших экранизаций видеоигр за все время, заслужившая невероятно высокие оценки и крайне положительные отзывы. В сериале раскрывается прошлое и происхождение двух популярных персонажей League of Legends, сестер Вай и Джинкс, а еще значительно расширяется мир игры. На прошлой неделе на канале вышел небольшой обзор сериала. Если вы его еще не видели, подсказка в углу экрана. Важных спойлеров там нет. Аркейн хвалит совершенно за все. На высоте и сюжет, и анимация, и музыкальное сопровождение. Однозначно обязательное к просмотру премьера. Тем больнее падать. Черный вестерн Джеймса Сэмюэла оказался спорным, нестандартным и в целом интересным. Западная пресса описывает его как динамитный и взрывной, что на самом деле недалеко от истины. Премьера оказалась громкой, наделала много шума, а когда дым рассеялся, остался лишь обычный боевик с типичным для вестерна сюжетом и элементами. Главный герой с непростой судьбой, злодей, отпущенный на свободу, ограбление поезда, засада и перестрелка, дуэль на пустынной улице, пролеты камеры и даже стереотип с девушкой в беде обыграли. При всем этом я не могу сказать, что фильм плох. Вряд ли вы решите пересматривать его снова, но и особо жалеть потраченного времени не будете. Все дело как раз в тех элементах, присущих каждому уважающему себя вестерну. На самом деле увлекательно во время просмотра выискивать их в кадре. И, конечно же, актерский состав. Идрис Эльба, Зази Битц, Регина Кинг, Джонатан Мейджорс и многие другие. К слову, про повестку, несмотря на то, что все персонажи ни разу не типичны для вестернов и представлений Дикого Запада, они основаны на реально существовавших Outlaws, которые, правда, вряд ли друг друга вообще когда-то видели. Нарко, Мексика. В какой-то момент мексиканские фермеры поняли, что выбраться из нищеты помогут не поля, засеянные зерном и разведение скота, а плантации каннабиса. Властям не нравятся подобные расклады, учащаются рейды военных и сжигание ферм. Однако, потеряв один урожай, жители с усердием принимаются за выращивание нового. Сериал продолжает историю, начатую в оригинальном «Нарко». Только диспозиция изменилась и действующие лица. С выходом третьего сезона «Нарко Мексика» подходит к концу. Сюжетные арки завершаются, союзы разрываются, и несколько центральных персонажей, несомненно, встретят свой преждевременный конец. Никаких спойлеров. Если вы уже давно являетесь поклонником «Нарко», то вы наверняка успели посмотреть новый сезон на релизе 5 ноября. Если вы никогда его не видели, но любите криминальные драмы и триллеры, то вы только что нашли для себя еще один любимый сериал. Красное уведомление. Джон Хартли — специалист ФБР, который выполняет задания по охоте и поимке двух соперничающих грабителей. Однако во время выполнения миссии он оказывается подставлен, и теперь ему придется сотрудничать с одним из преступников, чтобы обелить свое имя. В целом фильм кажется довольно простым. Огромное количество экшн-сцен и бессмысленных спецэффектов. И в общем он очень даже неплох. Сомнение вызывает лишь обилие компьютерной графики, в основном от отсутствия возможности международных съемок из-за ковид и странный выбор персонажей, который имеет мало смысла, как и все их поступки. И да, понятно, что большая часть сцен нужна для того, чтобы создать напряжение ради напряжения, но Райан Рейнольдс шутит в любой ситуации, а Галь Гадот в драке побеждает Дуэйна Джонсона. В итоге перед зрителем классический боевик, который, выйдя он в конце 90-х, стал бы бессмертной классикой, но и сегодня он смотрится неплохо. Ковбой Бибоп. Лайв-экшн-версия любимого фанатами космического вестерна о приключениях охотника за головами. Джон Чо играет культового Спайка Шпигеля, неизменно крутого космического охотника за головами с темным прошлым, который объединяется с под стать ему крутой командой таких же космических охотников для бесконечного множества крутых космических приключений. К слову, Синэйчиро Ватанабе, создавший оригинал, выступает в качестве консультанта телешоу. И, казалось бы, что может пойти не так, ведь это прямая адаптация. Но оценки говорят сами за себя. В целом, они положительные. Сюжет сериала в норме, в этом фанаты плюс-минус сходятся. А самые жаркие споры вызывает именно актерский каст, в котором от японского осталось почти ничего. Слишком блеклая цветовая гамма и некоторая несогласованность с саундтреком. Ведь если вы смотрели оригинал, то легко вспомните, насколько хорошо все происходящее на экране сочеталось с музыкой за кадром. Адаптация неоднозначна. Я бы сказал, что она скорее удалась, чем нет. Но я с удовольствием почитаю ваши мысли по этому поводу в комментариях к видео. Зов ада.
Йон Сан-Хо, снявший известный «Поезд в Пусан», 19 ноября представил на Netflix свой новый сериал, изобилующий убийствами, хаосом и способный удивить ужасающими существами, которые выбираются прямо из ада, чтобы забрать с собой отмеченных роком людей. Hellbound объединяет ужасы и угрозы сверхъестественных монстров с ужасами человеческих страданий и общества, такими как жестокие предательства и культура эксплуатации. Плюс к этому сама концепция существ, выносящих людям приговор за грехи, в рамках сюжета сериала послужила и толчком к появлению религиозной группы, почитающей этих демонов, отчего происходящее в сериале выглядит дико, но местами даже завораживающе, эдакая смесь «Судной ночи», «Сайлент Хилл» и «Тетради смерти». И еще одно популярное сравнение с предыдущим нашумевшим южнокорейским хитом. Если «Игра в кальмара» пришлась вам по душе и вы ищете новый триллер, в котором сатира на современный мир вышла бы за рамки, а в данном случае и вовсе превратилась в хоррор, то «Зов ада» станет отличным выбором. Тик-тик-бум. Лин-Мануэль Миранда уже покорил Бродвей с «На высоте мечты» и «Гамильтон», показал себя как актер в «Мэри Поппинс возвращается» и как композитор в «Моане», а теперь настал черед его режиссерского дебюта в фильме «Тик-тик-бум». Фильм адаптирован по одноименному полуавтобиографическому мюзиклу Джонатана Ларсона. Впервые он исполнил его как сольную работу в 90-м году, а после трагической смерти Ларсона в 2001-м драматург Дэвид Оберн переделал его в бродвейский мюзикл. Сюжет сосредоточен на начинающем театральном композиторе, переживающем кризис на пороге 30 лет и испытывающим сильное давление со всех сторон, в том числе от близких людей, его девушки и перспективной художницы Сьюзан и его друга Майкла, который лучше реализовал себя и финансово намного успешнее, чем Джонатан. Если вы поклонник мюзиклов, то ни в коем случае не пропустите новинку. Взрывной эфир. В прямом эфире радиоведущий получает от самого преступника предупреждение о взрывах в городе. Предчувствуя возможность вернуть свою карьеру в качестве телеведущего, он решается выпустить эксклюзив с напавшим и выступить посредником, озвучив его требования. Взрывной эфир основан на южнокорейском триллере «Террор в прямом эфире» и представляет собой довольно успешную попытку показать готовность некоторых телеканалов на что угодно ради сенсаций. Фильм длится всего 1,5 часа, при этом вступление совсем небольшое, сюжет развивается очень быстро и почти не сбавляет темп до самого финала. Я прекрасно знаю, что к индийскому кино отношение неоднозначное, но дайте взрывному эфиру шанс, и, скорее всего, он вам понравится. И, наконец, 28 ноября выходят «Жестокие эльфы». Сериал основан на оригинальной идее Яника Тай-Мосхолта и Кристиана Паталева. Он фокусируется вовсе не на сказочных версиях волшебных существ, а на темной, ужасающей мифологии, из которой они когда-то произошли. Сериал, снятый в Дании, рассказывает о семье из 4 человек, которая надеется прекрасно отдохнуть во время рождественских праздников, отправившись на отдаленный остров, который, как они вскоре понимают, не является тем идиллическим местом, на которое все рассчитывали. Все вокруг контролирует местная религиозная община, следующая весьма строгим и странным правилам. Еще обнаруживается, что остров населен настоящими эльфами, а когда самый младший в семье находит и приносит домой маленького эльфа, на острове начинается полномасштабная война. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, поддержите канал, понажимайте кнопки, поделитесь ссылкой с друзьями и оставьте какой-нибудь комментарий. А еще залетайте к нам в телеграм-канал и группу ВК, ссылки в описании. И до встречи в новом видео. Пока!